Сам по себе проезд до Москвы теперь дело нехитрое. Но вот с электромобилем нас ждет интрига. Докуда хватит пробега? На ежедневной основе рекомендуют заряжать ее где-то на 3/4, 2/3. Как раз и можно без убытка отдавать в салон. А мы меняем в дистанции для автомобиля. И базовые бортовые системы, компьютер. Развязка, как нам проехать. Для зарядки есть приложение PlugShare, где отмечены зарядные станции. Нас интересует вот это вот. Тип 2 разъем нам должен подойти. Каким-то образом здесь можно забронировать ее, сказать коллегам, что мы туда едем. И должны мы зачекиниться. Идет зарядка. Заряд идет. Зеленый мигающий огонек означает, что зарядка движется. Но пока все плохо. Он видит 6 ампер. Валдайский монастырь. Ехать 150 километров. Час 55 минут. Не надо будет возвращаться нам на главную трассу, так что дистанцию, то, что я беспокоился, мы не потеряли. Туда-обратно. Узнали, как здесь работает заправка. Поехали. Очень много освещенных участков на старой трассе М10. Приятно ехать. Когда еду этой старой трассой, классической М10, вспоминаю рассказ про Высоцкого. Он в 70-х годах был завидный обладатель Мерседеса. И на концерте в Питере узнал, что умерший Шин прыгнул в машину и, говорят, за 5,5 часов еще по тем дорогам долетел до Москвы. И это все время, когда здесь качусь, вспоминаю эту байку. Вот мы уже вблизи города Валдая. Стремительно кончается запас энтузиазма и хочется спать. Мы наметили себе 3 зарядные станции. Одна примерно на полпути Валдай, скоростная. Станция в Новгороде резервная, придется ей воспользоваться, с меньшей мощностью. И, наконец, на объезде Твери, там, где платная дорога и классическая наша известная трасса М10 сливаются в одну, на заправке Shell тоже мощная зарядка. Валдай. Так, где-то здесь должна находиться зарядка для машины. Рони говорит не очень гостеприимно. Вот мы нашли зарядку. Точный расчет. 3 километра осталось. Заряжается Audi на CCS, а нам нужен как раз таки второй. Не так все просто, надо еще отключиться здесь нашему компаньону. Появилась возможность сделать натурный эксперимент. На батарее осталось 2% заряда, и мы ждем, когда сосед освободит нам подачу энергии. Так что и узнаем, через какое время на нашем кондиционере съестся сперва 1 километр. Стоит машинка, готовая уже отчепиться. Вот здесь разъем высокомощный DC CHAdeMO. Как раз нужна наша кочерга. Установим. Раз. Вот этот переходничок между голубым разъемом штатной станции и машиной приобретался
тоже дополнительно, в штатном комплекте его нет. Ну вот, полную мощность пока у нас по-любому машинка не берет. Возможно, это из-за того, что включен климат. Разрешает 38 киловатт. Интересно, что пишет общее время до полной зарядки час 50 минут. А вот сама станция гораздо более скептически настроена относительно времени зарядки. Говорит 3,5 часа. Хитрость в том, что скорость пополнения заряда батареи в любой электромашине не одинаковая. Чем меньше осталось заряда, тем быстрее после начального брейк-ин периода идет зарядка. Таким образом, в странах, где есть возможность останавливаться на зарядку почаще, имеет смысл выезжать с полбака, планируя свой путь так, чтобы только дотянуть до следующей зарядки. Как вы видите на этих картинках, для старых моделей Tesla S, и могу сказать, что для Tesla X также, скорость зарядки уменьшается уже после того, как емкость батареи остаточная будет чем больше 50%. Ну а последние 10% от емкости батареи, можно сказать, зарядная станция напихивает уже с трудом в час по чайной ложке. Выключил климат, стал показывать 42 киловатта, очевидно 4 киловатта, соответственно, в час ест климат, а на 4 киловатта мы можем проехать 16 километров. Значит, час в дороге на климате — это минус 16 километров. Вот разогналась зарядка, уже каждый час наливает нам 204 километра. На известном уже нам сайте в приложении PlugShare в примечаниях колонки рекомендуют к заправочной станции раздатки. Рекомендуют связаться с Экофедерацией. Мы действительно с ними в переписку вступили и даже заплатили в членский взнос. Вот что про эту организацию пишут в интернете. Ребята постоянно на связи, в режиме онлайн обсуждали с нами, как и что поправить в колонке. Также, чтобы скоротать время во время зарядки, а это чуть больше часа, как минимум, нам Алексей из Экофедерации любезно предложил на выбор посетить Валдайский монастырь. Вот к нему маршрут. Второй вариант от Экофедерации — посетить ресторан «Валдайские зори». Вот видно, что он находится на берегу озера, в одноименной гостинице, ресторан Тропикана. Точно бильярд есть. Вот можно оставить машину на зарядке и по погоде, времени суток, сезону либо прогуляться пешком 2 километра, либо опять же взять такси. Ну вот мы прибыли, заправка на объездной города Тверь. Shell. Вот заветная наша станция на нашем еще 25 километров, но не будем испытывать судьбу. Мы паркуемся на место для электромобилей. Всего после последней зарядки 232 километра пробег, где-то, наверное, 2 часа 10
2 часа 15 минут мы были, скорее всего, в пути. Ага. Сначала заправься, потом заплати. Не, надо будет сейчас, наверное, нажать в приложении. Успешно пополнили счет. Пожалуйста, значит, очки надеть. Давай. Нажимай Андейкова. Папа внизу называет. Нажимай Андейкова. Здесь берешь Шедемо и нажимаешь запуск. Вон, Шедемо наверху. Запуск. Сейчас. Че, все заработало? Сейчас будет устанавливаться connection. Вот это надо снимать. Зарядка идет. Зарядка идет, давайте посмотрим на этом. Чудо, чудо! Вот мигает таким нервным зеленым светом. Идет зарядка продолжать. Время. Батарея в процентах. Ну вот пока нам еще не на полную скорость выдают. Сейчас отключим климат-контроль, посмотрим, что будет. Там виднеется наш ужин. Маску не буду брать. Будешь брать? Как ты не будешь брать? Так, Бургер Кинг работает до 23, и мы смиренно идем искать Бургер Кинг Авто. Бургер Кинг Авто празднует эпидемию вместе со всеми. Конечно, обидно, что закрыт Бургер Кинг, но зато наш Эли всегда вкусно кормит. Там Ровно в полночь нам очень... А дисконтную? А, уже пробили. Здесь вот нарисован уже весь маршрут захватывающий. Едешь по трассе М11, все прямо, потом раз так на Валдай зарулил заведется, выехал обратно на трассу М11 и дальше едешь. Удалось увидеть, что идет зарядка. Почему не на полную мощность, мы не знаем. Но нам в любом случае хватит. Правда, он пишет 327 километров, а по факту сколько нам налили? 233. Это он себе льстит. Подтвердить, завершили зарядку. Отключился и перестал гудеть противно. Прокладываем новый маршрут. Гостиницу мы выбрали через Booking по тому принципу, что в ней есть зарядка для электромобилей. В Booking есть теперь такой фильтр. Видим маршрут вариант 1, вариант 2. Давайте более быстрый маршрут. Мы знаем, что экономнее по платно ехать. Вот нас предупреждает вежливо машинка. Осталось нам ехать 72 километра согласно навигатору. Запас хода 90 километров. 90, значит вроде ничего. Вот в столице мы. Вообще пустая Москва в этот час. И до отеля еще 5 километров. Едем по третьему транспортному. Вот так вот заканчивается первый день нашего путешествия. Очень милый вид, прозрачные стекла, Ленинградский проспект.